Всем привет, мои дорогие! Спасибо вновь подписавшимся на мой канал и тем, кто уже давным-давно на него подписан и очень-очень-очень ждали моего этого нового видео. Дело в том, что за время своего отсутствия мне необходимо было решить невероятное количество неотложных дел. Плюс я посетила просто кучу тайских госпиталей, как по своим вопросам, так и по вопросам и проблемам своих друзей. И поэтому я думаю, что в очень скором будущем я выпущу видео именно о тайской медицине, о том, как здесь все происходит, в том числе и нюансы педиатрии, потому как сюда в последнее время приезжает большое количество людей с маленькими детками. Плюс я разрабатывала совершенно новый маршрут своего путешествия, и я бы так сказала, что информации об этих местах в интернете очень мало, не то что там на русском языке, вообще на каком-либо, на английском. И я надеюсь, что в скором будущем мне удастся побывать чуть-чуть Христофором Колумбом, скажем так, в туристической сфере. И это будет просто нереально интересно. Ну и за время своего отсутствия я общалась просто с огромным количеством вновь прибывших людей в Таиланд. Так уж получилось у меня. И именно поэтому я снимаю сегодня это видео. Дело в том, что в последнее время увеличился поток людей, желающих жить в Таиланде, желающих приехать сюда на зимовку и так далее. Но люди принимали свое решение, руководствуясь всего лишь пару-тройкой отчетами о сказочном рае. Но так уж получилось, что буквально через пару месяцев люди начинают уже отсюда бежать за снежную родину. Почему так происходит, о причинах, которые этому предшествуют, так скажем, я и хочу сегодня рассказать. И надеюсь, что эта информация поможет вам принять действительно взвешенное решение. Может быть, причины это довольно банальные, но тем не менее люди из-за них уезжают. Это моя любимая просто часть, потому как, пообщавшись с вновь прибывшими самоуцянами, я вспомнила свои первые, наверное, 2 недели в Таиланде в уже арендованном доме. В общем, когда туки носились по крыше, мне казалось, что это крысы просто стаями охотятся со своей жертвой. Когда наша мирная корова жевала траву возле дома ночью, мне казалось, такой вот звук был шуршащий, что-то змеи пытаются сотнями проникнуть в мой дом. Ящерицы, падающие с потолка, заставляли хвататься за сердце. Но еще в нашем доме жил, вот тогда я точно помню, паук, приблизительно вот такого какого-то размера, глаза велики, где он реально здоровый. Вот, в общем, я не могла спокойно жить до тех пор, пока я его не найду и не буду следить за всеми его перемещениями. Сейчас на подобные вещи я не обращаю внимания и попросту их, наверное, не замечаю. Единственное, что осталось неизменным, это муравьи. Рыжие, красные, черные, маленькие, средние, здоровые, большие, разные абсолютно. Но в этом я нашла лично свой плюс, потому что это единственные создания, которые приучили меня к кристальной чистоте на кухне. Ни у кого раньше не получалось. Ну а здесь, если вы оставили маленькую крошку какую-нибудь, то будьте готовы к тому, что целый рой этих красавцев именно на нее побежит. Причем со всех углов дома. Откуда? Можно замазывать лаком всякие маленькие дырочки, можно забрызгивать. Это не помогает. Пару дней, и они снова у вас. Кстати, вот одни из представителей буквально на кусте возле нашего дома. Они, походу, от этой не сдыхают, короче. Да ладно. Да. Просто ты мало брызгал. Так я вот на этого брызнул, ему вообще. Он даже не двинулся. На одного брызнул? Ну вот тут вот они бегали. Вот так вот брызнул. Они пофиг, вообще даже не сдыхают. Про всяких многочисленных жучков, мини-паучков, каких-то летающих созданий я даже говорить не буду. Вы живете в джунглях, и они 100% никуда от вас не денутся. Это как времена года той же России, к примеру. Плюс всякие змеи, скорпионы. И, слава богу, мне пришлось только единожды столкнуться с маленьким скорпионом дома. Мы его вымели удачно. И только единожды змея свисала с нашего окна в спальне прямо на решеточке. Она там охотилась за ящерицей. Ну, об этой напасти я уже как-то раз упоминала в своем видео, где подробно рассказывала о том, как же снять дом в Таиланде, арендовать непосредственно. И если эта тема для вас актуальна, то ссылочку вы сейчас на это видео видите на экране. И также я дублирую ее непосредственно под своим видео. Так вот, у нас не так давно закончился сезон дождей.
Именно в этот период я рекомендую обязательно держать ваш шкаф открытым, в особенности, если вы снимаете тай-стайл дом. В противном случае все ваши вещи будут вонять сыростью и покрываться плесенью. Я проходила эту историю уже не раз, и поэтому на ночь я настоятельно рекомендую на ночь, и вам в том числе, включать кондиционер на осушение. Еще я у тайцев подсмотрела и использую специально для просушки вещей в хорошую погоду вот такую вот подставочку. Туда ввешиваю необходимые вещи, ну обычно не все, а сколько-то конкретно. И в солнечную погоду ставлю прямо на солнышко. Так что это очень помогает. Никакого запаха, ни сырости, ни влажности, ни плесени. И еще в этом влажном климате есть люди, которые начинают страдать обилием прыщей на своем лице. Это обычно происходит у тех, кто приехал из страны или из города с достаточно сухим климатом, и просто кожа непривычна ей, и она не адаптировалась. Обычно эта проблема проходит, но, к сожалению, бывают запущенные случаи, не у всех, и я реально знаю человека, который из-за этого покинул Таиланд. Не думаю, конечно, что планировка дома может стать настолько ненавистной, что заставит покинуть страну, но делать, например, большие спальни, маленькие залы, либо же строить в своем жилище какие-то коридоры очень узкие, куда ничего не поставишь, ведущие в никуда, это нормально. Причем тайцы, в принципе, обычно не заморачиваются дизайном интерьера своего дома. В принципе, как своего собственного жилища, так и жилища, которые они сдают в аренду. Канализация также заслуживает отдельного внимания. Я уж не знаю, как устроены тут эти коммуникации, но обычно именно в тай-стайл домах, когда моешься непосредственно, когда открываешь воду в душе, то начинает вонять какой-то мертвечиной или как с помойки. Лично в моем доме сейчас вот такой запах присутствовал, пока была открыта непосредственно вытяжка. Поэтому вытяжку закрыли наглухо, пахнет нормально теперь. Ну и просушивать помещение приходится с помощью вентилятора, и мы практически никогда не закрываем дверь в ванную комнату. Также в большинстве домов отсутствует ванная в привычном нашем понимании, только душ. Видимо, в таком жарком климате никому не приходит в голову в ней греться, но то, что в ней можно еще и понежиться, тоже в голову никому не приходит. В принципе, к этому можно привыкнуть, но, наверное, у кого маленькие дети, ванна все-таки нужна, и местные жители выходят из этой ситуации покупкой таких маленьких надувных бассейнов. В качестве подпункта я также хочу остановиться на отсутствии нормальной кухни в нашем понимании. То есть отсутствие всяких нужных шкафчиков с полочками, каких-то отсеков, четырехкомфорочной плитки с хорошей духовкой и так далее и тому подобное. Обычно в домах тайского стиля кухня выглядит обычно в столешнице ровной, на которой стоит одна или двухкомфорочная плитка, работающая непосредственно от газового баллона, и на этом все. В принципе, проблема шкафчиков решается покупкой различных пластиковых полочек, подставочек и так далее. Но вы знаете, лично я, когда возвращаюсь в Россию в гости, я всегда радуюсь хорошей кухне и наличию на ней всяких разных полезных и нужных вещей. Я думаю, что девушки меня вполне поймут. Плюс на такой кухне очень приятно сидеть с подругами, завтракать, болтать обо всем. Но, с другой стороны, в Таиланде для этого существует целая терраса. И если вам повезет, то вы можете наблюдать с нее либо кусочек моря, или же даже прекрасные закаты. Стиральных машин обычно в домах не бывает. Очень-очень крайне редко. Поэтому в основном вещи мы сдаем в стирку непосредственно в прачечную, но тут есть своя загвоздка. Обычно существует у прачечных две проблемы. Одна проблема, что стирают так на славу, что, наверное, буквально через 3 стирки любая цветная вещь теряет краски, и носить ее просто некрасиво. Либо же настолько нальют кондиционера, чтобы создать видимость чистоты, что вы эту вещь будете потом еще 2 дня выветривать. Конечно, существуют нормальные прачечные, и поэтому, если вам не понравилось в одной, то смело езжайте в другую, вы их найдете. В любом случае, непосредственно свои личные вещи в основном я стираю вручную в тазике. У меня много цветных, линяющих, деликатных тканей, но, естественно, в режиме деликатной стирки их никто вам не будет стирать. Существуют такие еще моменты, когда непосредственно на территории ваших домов есть стиральная машина. Но у меня в прошлом году была такая и случился казус.
У нас были уборщицы, и им, конечно же, нужно стирать все это постельное белье. И когда я носила непосредственно все свое хорошее бельишечко, собирала, ставила на деликатную стирку, уходила, оказалось, что уборщица просто-напросто после того, как я ухожу, меняет деликатную стирку на обычную быструю. И поэтому я долго не могла понять, почему у меня либо растянутые вещи, либо они начинают менять одна на другую. То есть я не могла найти эту причину до тех пор, пока просто не застала уборщицу со сменой непосредственно этого режима. Так что если у вас существует такая проблема на сегодняшний день, то проверьте-ка своих красавиц-уборщиц. Так, ну вот вроде бы о непосредственно домашних нюансах я уже закончила. Если вы здесь живете, вам есть что добавить, добавляйте, потому что народ реально едет, он не знает, чего ожидать, и потом через 2 месяца люди потратили такое количество денег, им приходится собирать свои вещи и снова уезжать. Так вот, а сейчас я хочу сказать о том, что в основном в Таиланде, ну на островах, практически везде отсутствуют обычные пешеходные дорожки. Прогуливается вдоль дорожки. Спасибо, колясочка, что ты продемонстрировала нам отсутствие тротуаров на дорогах. Не, это эти. Как они называются? Ну блин, да, экскауты. Чуваки, видишь, на великах едут. Да. Прикольные. У каждого свой флаг. Короче, как у нас лагерь, у них вот скаутята. И на обычных дорогах, по которым, в принципе, пешком-то ходить можно, бегает огромное количество собак. Они порой бегают стаями. Эти собачонки совершенно никак не реагируют на байкеров и на машины. Ну, на байкеров могут реагировать ночью, иногда такое случается. А на пешеходов они реагируют прекрасно. Они откуда ни возьмись все слетаются. И причем одну мою подругу такая собака и цапнула. Не сильно, но, знаете, неприятно, когда потом каких-нибудь 40 уколов тебе в задницу лепят, только потому что тебя укусила уличная собака. Несмотря на высказывания некоторых людей, что здесь можно купить практически все лекарства, это не так. Конечно, если у вас там, не знаю, болит живот, голова, вам нужно обработать рану или у вас температура, вы обязательно найдете что-то в аптеке. Но если вам нужны какие-то специфические витамины, гормональные препараты, непосредственно специфические лекарства, назначенные вашим врачом, то, например, у меня уже неоднократно случались случаи, когда я приходила в аптеку с написанным составом на английском языке и чуть ли не написанным в латинице названием препарата, у них такого нету. И у них, скорее всего, нет аналога. Они просто используют другие какие-то препараты с другим составом. И тайские аптекари это вам не русские, они вам не будут что-то советовать, может и слава богу, да? И поэтому в данном случае у вас останется 2 варианта. Первый вариант – это идти сюда к тайскому доктору, объяснять проблему, сдавать там анализы и так далее и тому подобное, тратить на это невероятное количество денег, потому что медицина здесь не дешевая. И второй вариант – это заказывать необходимое лекарство у соотечественников и получить его в ближайшее время, как они прилетят на свой отдых. Ну и тут вам не Россия. Вы не можете просто так пойти к необходимому специалисту. Захотели, бах, пошли к хирургу или к окулисту, или, не знаю, к эндокринологу, может быть, там, не знаю, куда вам нужно. То есть вы всегда, в любом случае, идете к общему врачу и платите за это деньги. Такая же история абсолютно с анализами. Вы не можете сами прийти просто в лабораторию и сдать анализ, даже если это какой-то общий анализ крови. Вы всегда идете сначала за направлением к врачу, и в случае, если он вам его дает, либо же там говорит, когда прийти, вы можете сдать необходимый вам анализ. Причем вы опять же идете не в лабораторию, вы скорее всего идете в обычный госпиталь, и порой вам нужно, например, сдать анализ натощак. Вы еще пару часов подождете и посидите, пооформляете какие-то бумажки, прежде чем его сдать. Плюс обычно, если вам нужен конкретный специалист, то, к примеру, в Бангкоке с этим попроще. Это здоровый город, столица Таиланда. А если вы живете на Самуи, это маленький остров по размерам сопоставимый с деревней, скажем так, да, это поселок городского типа, не знаю. В общем, очень часто каких-то узких специалистов
специалистов здесь просто-напросто нет. И некоторые анализы могут делать приблизительно 2 недели, потому что реагентов у них здесь тоже нет. И они непосредственно вашу кровь или анализ, я не знаю точно, будут отправлять в Бангкок. Итак, напоследок я хочу немного затронуть, наверное, эмоциональное состояние. Есть люди, и такое, кстати, случается очень даже нередко, которые просто не могут жить этой свободной жизнью. Они не могут контролировать свою жизнь, они не могут нести за нее ответственность, они не могут заставить себя работать. И таким образом, без системы, к которой они привыкли, они спиваются и так далее. В общем, ничем хорошим обычно эти истории не заканчиваются. В лучшем случае они уезжают назад в Россию абсолютно без всего. Так что если вы знаете про себя, что вы человек ленивый и не в состоянии сами себя пинать, сами себя мотивировать, то, наверное, вам лучше остаться в России, потому что здесь точно этим никто не будет заниматься. У вас не будет начальника, который будет вас все время, как говорится, контролировать и так далее. У вас не будет конкретного рабочего графика с 9 до 6. Вы сам себе босс. Еще хочу затронуть такой личный нюанс, допустим, если вы приехали сюда без пары и вы хотите серьезных отношений, то есть, повторюсь, именно серьезных, то найти тут такие достаточно трудно. Поэтому будьте к этому готовы. А что касается обычных знакомств, то я заметила, что лично в Таиланде, мне кажется, я познакомилась с большим количеством людей за вот какие-то свои 4 года проживания в Таиланде, чем за все свои там года жития в России. Ну вот, мне кажется, я перечислила основные такие негативные аспекты, которые могут вас здесь поджидать. И если у вас был какой-то негативный опыт переезда в другую страну, не обязательно Таиланд, напишите об этом, пожалуйста, мне в комментариях. Правда, очень интересно почитать, как у кого бывает, а если про Таиланд, тем более пишите. Пусть те, кто собирается только переезжать и менять свою жизнь, просто будут информированы. Как говорится, когда у тебя есть уже информация, ты можешь ей оперировать, это очень сильно облегчает планирование и свое путешествие в целом. Ну и не забывайте, если вы убегаете от каких-либо существующих проблем, то уезжая в другую страну, эти проблемы уедут вместе с вами. Так что от себя, как говорится, не убежишь, и удачи вам на новом месте. Ну а с вами была Даша from Russia. Всем хорошего дня и до встречи. Пока!